Когда Елена Петровна Блаватская впервые опубликовала свою легендарную «Тайную доктрину», мир еще не был готов принять ее ошеломляющее откровение. Уже тогда ее слова вызвали ожесточенные дискуссии, яростные нападки церкви и недоверие официальной науке. Спустя более века тайны, которые раскрывала эта удивительная женщина, продолжают пугать тех, кто боится разрушения привычного мира и удобных догм. В этом видео мы отправимся в захватывающее путешествие по тайным знаниям, которое раскрыла миру Елена Блаватская, философ, мистик и основательница теософского общества. Ее знаменитая «Тайная доктрина» хранит в себе страшные и шокирующие секреты, способные полностью изменить наше представление о происхождении и предназначении человека. Древние генетические коды, тайные эксперименты, контакты с внеземными цивилизациями и загадочные исчезнувшие континенты — все это не просто выдумка, а запретная правда, тщательно скрываемая веками религиозными институтами и тайными обществами. Почему эти знания так сильно пугают церковь и официальную науку? И какую цену придется заплатить человечеству, когда оно наконец узнает свою истинную историю? Приготовьтесь узнать самую мрачную тайну божественного творения, после которой ваш взгляд на мир уже никогда не будет прежним. Блок 1. Запретная правда Елены Блаватской. Когда Елена Петровна Блаватская впервые опубликовала свою легендарную «Тайную доктрину», мир еще не был готов принять ее ошеломляющее откровение. Уже тогда ее слова вызвали ожесточенные дискуссии, яростные нападки церкви и недоверие официальной науке. Спустя более века тайны, которые раскрывала эта удивительная женщина, продолжают пугать тех, кто боится разрушения привычного мира и удобных догм. Елена Блаватская, мистик и философ, была основательницей теософского общества, организации, поставившей целью поиск истины за пределами традиционных религий и общественных представлений. Ее работы стали первым шагом на пути к раскрытию того, что официальная история человечества скрывает много больше, чем открывает. Несмотря на многочисленные попытки дискредитировать и замолчать ее откровения, именно «Тайная доктрина» открыла людям глаза на существование иного, гораздо более мрачного и загадочного прошлого, нежели то, которое нам преподносят церковь и официальная наука. Блаватская утверждала, что истинное происхождение человечества совершенно отличается от того, что мы привыкли считать правдой. Согласно ее исследованиям, люди — это вовсе не творение единого любящего Бога, а результат сложнейшего космического эксперимента, проведенного существами, некогда изгнанными с небес, которых древние тексты называют «падшими ангелами». Этот эксперимент, как утверждала Блаватская, был не только генетическим, но и духовным. Он ставил целью создание особого вида разумных существ, способных соединить в себе физическое и духовное начало. В своем труде она подробно описывает древние цивилизации и их обитателей, которые когда-то населяли Землю задолго до официально признанных исторических эпох. Среди них были такие легендарные континенты, как Атлантида и Лемурия, чьи остатки до сих пор скрывают от глаз широкой общественности тайные общества и церковные институты. По словам Блаватской, Атлантида была далеко не мифом, а развитой цивилизацией, уничтоженной глобальной катастрофой, которая стала прямым следствием чрезмерного вмешательства тех самых падших ангелов в ход человеческой истории. Эти существа, описанные Блаватской как высокоразвитые космические создания, обладали такими знаниями и способностями, что человечество ошибочно приняло их за богов. Они вмешивались в ход земной эволюции, изменяя генетический код первых людей и создавая различные расы, которые позднее стали основой для существующих ныне цивилизаций. Именно поэтому древние тексты всех культур мира сохранили воспоминания о божественных существах, спустившихся с небес и подаривших человечеству огонь знаний. Однако, как подчеркивала Блаватская, эта помощь имела и темную сторону.
Человечество оказалось втянутым в конфликт гораздо более древний и масштабный, чем оно способно было представить. Согласно ее тайной доктрине, эти существа были изгнаны с небес за то, что нарушили космический закон о невмешательстве и попытались создать собственную цивилизацию, используя Землю как экспериментальную площадку. Это было прямым вызовом высшим космическим силам, которые наложили запрет на подобные эксперименты, и именно этот древний конфликт породил глубокие противоречия, пронизывающие всю человеческую историю. Церковь и религиозные институты всегда стремились скрыть подобную информацию, поскольку она угрожает самой основе веры в любящего и единого Бога-Творца. Именно поэтому, как утверждала Блаватская, многочисленные древние тексты и артефакты, подтверждающие ее слова, были тщательно скрыты в тайных архивах Ватикана и других влиятельных институций. Сотни свидетельств о древних цивилизациях, генетических экспериментах и контактах с космическими существами до сих пор хранятся под грифом секретности, и доступ к ним имеют лишь единицы избранных. Сегодня, благодаря публикациям и исследованиям, вдохновленным работами Блаватской, все больше независимых ученых, историков и философов начинают открыто признавать правдивость ее откровений. Современные открытия в области генетики, археологии и даже исследований НЛО подтверждают ее самые смелые предположения. Древние структуры, затопленные города, необъяснимые технологии и странные артефакты, обнаруженные по всему миру, все громче заставляют задуматься о том, что история, которой нас учили, всего лишь удобная иллюзия, скрывающая более страшную и захватывающую правду. Однако наиболее пугающей является не сама эта правда, а то, насколько упорно официальная наука и религиозные институты стремятся ее скрывать. Даже сегодня любая попытка открыто заговорить о реальности экспериментов древних существ, падших ангелов и скрытых цивилизаций встречает яростное сопротивление тех, кто заинтересован в сохранении старых догм. Они боятся того, что произойдет, если человечество наконец осознает свое истинное происхождение и освободится от духовных оков, наложенных тысячелетия назад. Таким образом, раскрытие запретной правды, изложенной в тайной доктрине Блаватской, становится не просто сенсацией, а духовной революцией, способной навсегда изменить взгляд человечества на себя и мир вокруг. Люди начинают осознавать, что настоящая история гораздо сложнее, мрачнее и интереснее, чем любая религия или наука могла себе представить. И теперь, когда запретные знания начинают выходить наружу, у человечества впервые появляется шанс полностью понять свою истинную природу и, наконец, сделать выбор, который определит его дальнейшую судьбу. Блок 2. Эксперимент древних существ. Одним из самых шокирующих открытий Елены Блаватской стало разоблачение древних существ, которых она называла падшими ангелами, стоявших за созданием самого человечества. Эти существа, обладая огромными знаниями и невероятными возможностями, были изгнаны из высших космических сфер за нарушение одного из главных законов Вселенной — закона невмешательства. Их преступление заключалось в том, что они решили создать собственную цивилизацию, используя Землю как лабораторию для своих генетических и духовных экспериментов. Согласно тайной доктрине, эти ангелоподобные сущности прибыли на Землю совершенно четкой и продуманной целью — создать гибридное существо, обладающее физической формой и способное вместить в себя их космическое сознание. Для этой задачи они использовали генетический материал как земных существ, так и собственную уникальную ДНК, создав тем самым первых представителей человечества. Эти ранние гибридные существа значительно отличались от нынешнего человека, так как имели доступ к огромному количеству древних знаний и обладали способностью напрямую общаться с космосом. Эксперимент падших ангелов проходил на протяжении тысячелетий и включал создание множества рас и цивилизаций, среди которых выделялись легендарные жители Атлантиды и Лемурии. Эти две высокоразвитые цивилизации достигли таких вершин технического и духовного развития, что их уровень во много раз превосходил то, что известно современной науке.
Жители Атлантиды и Лемурии использовали знания, переданные им падшими ангелами, для управления природными силами, создания энергетических устройств и даже контактов с другими мирами и измерениями. Однако, как утверждала Блаватская, именно это невероятное могущество стало причиной их гибели. Используя свои силы, они перешли границу, после которой их цивилизации были уничтожены глобальными катаклизмами, затопившими целые континенты. Эти катастрофы были не случайны. По словам Блаватской, они стали следствием вмешательства высших космических сил, решивших остановить эксперимент падших ангелов, вышедший из-под контроля. Но человечество не было полностью уничтожено. Выжившие представители древних цивилизаций расселились по всему миру, неся с собой осколки утраченных знаний. Со временем эти знания были скрыты в тайных обществах и мистических традициях, о которых сегодня мало известно широкой публике. Именно эти тайные общества, по утверждению Блаватской, продолжают хранить и использовать знания падших ангелов, тщательно скрывая их от основной части человечества. Одной из наиболее интригующих деталей, описанных в тайной доктрине, является наличие в человеческой ДНК фрагментов, которые не могут быть объяснены современной наукой. Эти древние генетические маркеры, как утверждает Блаватская, являются прямым доказательством инопланетного происхождения части нашей генетической структуры. В последние годы ученые все чаще обнаруживают в человеческом геноме следы древних, неизвестных предков, подтверждая тем самым слова Великой Теософки о гибридном происхождении человечества. Не менее загадочной частью наследия древних цивилизаций является информация о контактах с внеземными цивилизациями, которые поддерживали связь с первыми людьми, помогая им развиваться и адаптироваться к земным условиям. В различных древних культурах сохранились многочисленные изображения и тексты, описывающие существ, спускающихся с небес на огненных колесницах, передающих человечеству тайные знания. Эти тексты подтверждают слова Блаватской о том, что древние расы людей напрямую контактировали с существами из иных миров, которые сыграли ключевую роль в истории нашей планеты. Еще одна шокирующая правда, изложенная в ее трудах, заключается в том, что эти «боги», спускавшиеся с небес, не были едины в своих намерениях. Некоторые из них пытались использовать человечество для своих целей, вступая в конфликты друг с другом, что породило в древних легендах сюжеты о войнах богов и глобальных катастрофах, изменивших облик планеты. Эти события, хотя и описаны как мифы, на самом деле могли быть реальными историческими фактами, тщательно скрытыми от общественности. Современные археологические находки подтверждают, что на нашей планете существовали цивилизации, технологически и духовно превосходящие современные. В различных уголках мира, от Египта до Южной Америки, ученые находят следы сооружений и артефактов, происхождение которых невозможно объяснить традиционными методами. Эти открытия лишь подтверждают слова Блаватской о том, что древняя история человечества гораздо более загадочна и необычна, чем принято считать в официальной науке. Все это ставит перед человечеством крайне неудобные вопросы. Почему правда о нашем происхождении столь тщательно скрывается? Почему информация о древних контактах с высшими существами хранится в строжайшей тайне? Почему религиозные институты и тайные общества не хотят, чтобы люди узнали правду о том, кто и зачем создал человечество? Ответ, который предлагает Блаватская, прост и одновременно пугает. Знание истины способно полностью разрушить привычную структуру власти, основанную на контроле через религию и идеологию. Осознание своего реального происхождения освободит человечество от духовного рабства, позволив людям, наконец, взять судьбу в собственные руки. Однако именно этого и боятся те, кто веками скрывал правду, потому что потеря контроля над сознанием людей означает потерю их собственной власти. Таким образом, эксперимент древних существ над человечеством не завершен и сегодня. Он продолжается уже на другом уровне, скрытый за завесой лжи и манипуляций.
Но благодаря откровениям Елены Блаватской у человечества наконец появляется шанс осознать свое истинное происхождение и освободиться от навязанных догм и страхов, шагнув в новую эру духовного и интеллектуального развития. Блок 3. Космические силы и тайные общества. Раскрывая глубочайшие тайны человечества в своей знаменитой «Тайной доктрине», Елена Блаватская утверждала, что космические силы, влияющие на историю нашей планеты, не исчезли после того, как первые эксперименты над человечеством завершились древними катастрофами. Эти силы продолжают действовать незаметно, скрываясь под завесой секретности, тщательно охраняемой тайными обществами и религиозными институтами. Блаватская подробно описывает, как высшие существа, с которыми контактировали древние цивилизации, оставили на Земле своих представителей, способных влиять на ход истории и сознания миллионов людей. Эти загадочные фигуры действуют через тайные ордены и закрытые общества, обладающие знаниями, недоступными простым смертным. Согласно Блаватской, именно они являются настоящими кукловодами мировой истории, определяющими развитие цивилизаций, возникновение войн, религиозных конфликтов и даже глобальных кризисов. Их цель проста и одновременно устрашающая — сохранить человечество в неведении относительно истинной природы своего происхождения, потому что лишь так возможно продолжать управлять миллиардами людей через навязанные догмы и ложные представления. Среди таких обществ Елена Блаватская особо выделяла те, чьи корни уходят глубоко в историю, например, древних наследников знаний Атлантиды и Египта, обладающих доступом к технологиям и духовным практикам, неизвестным обычным людям. Она утверждала, что некоторые из этих тайных орденов напрямую связаны с инопланетными цивилизациями, периодически посещающими Землю и передающими новые знания, способные изменить ход истории. Эти инопланетные контакты, по ее словам, происходили на протяжении всей истории человечества и продолжаются по сей день, хотя и в максимально секретной форме, скрытой от внимания общества. В своих исследованиях Блаватская приводила примеры, подтверждающие регулярное посещение Земли внеземными существами, которые древние тексты и рисунки описывают как «богов», спускающихся с небес на огненных колесницах. Эти существа передавали избранным людям технологии, знания о строении Вселенной и секреты энергетических практик, способных изменить сознание и даже физическую реальность. Именно эти знания, переданные из рук в руки в тайных обществах, составляют основу скрытой истории, тщательно защищаемой от простых людей. Эти организации и их руководители не просто скрывают древние знания, они активно используют их для усиления собственного влияния и контроля над глобальными процессами. Блаватская открыто утверждала, что такие события, как войны, экономические кризисы и религиозные столкновения, в значительной степени управляются именно представителями тайных орденов, для которых хаос и разделение общества являются важными инструментами управления. Эта страшная истина ставит под сомнение все представления человечества о свободе воли, заставляя задуматься о том, насколько наши решения и поступки действительно принадлежат нам самим. Помимо управления событиями на Земле, тайные общества также контролируют и духовные учения, тщательно отбирая то, что разрешено знать простым людям. Блаватская описывала, как многочисленные древние тексты и рукописи, содержащие важнейшие сведения о происхождении человечества и истории Вселенной, хранятся под грифом строжайшей секретности в тайных хранилищах Ватикана и других влиятельных институций. Цель такого сокрытия очевидна: если человечество узнает правду о своем реальном происхождении и возможностях, это полностью разрушит существующую систему духовного и социального контроля, построенную на страхе и незнании. Сегодня все больше исследователей начинают подтверждать правдивость ее слов, раскрывая информацию о существовании целых библиотек запрещенных знаний, хранящихся под Ватиканом, в тайных архивах британской короны и у представителей самых влиятельных орденов мира. Эти архивы содержат описание технологий, способных полностью изменить понимание человечеством законов физики, энергии и сознания.
Неудивительно, что любые попытки получить доступ к этим знаниям немедленно блокируются властными структурами и религиозными институтами, прекрасно понимающими, какой эффект может иметь публичное раскрытие подобной информации. Но почему именно сейчас мир начинает узнавать эти тайны? Почему информация, скрываемая тысячелетиями, все чаще становится доступной широкой публике? Ответ прост. Как утверждала Блаватская, человечество подошло к новому этапу своей эволюции, когда дальнейшее развитие невозможно без осознания истинной истории своего происхождения и понимания того, кто управляет реальными процессами на планете. Эти знания, несмотря на свою опасность и способность разрушить привычный миропорядок, несут в себе мощный потенциал для духовного и интеллектуального пробуждения человечества. Люди, наконец осознавшие, что их история, религия и даже культура были искусственно созданы и контролируются извне, смогут вернуть себе утраченную свободу, восстановить связь с древними космическими силами и самостоятельно определить свое будущее. Но прежде чем это произойдет, человечеству придется столкнуться с серьезным духовным кризисом и осознать, что мир, в котором оно живет, является результатом тщательно продуманного эксперимента древних существ, продолжающих влиять на нас до сих пор. Таким образом, раскрытие тайных знаний Елены Блаватской становится не просто революцией в истории и духовности, это возможность полностью пересмотреть роль человека во Вселенной, освободиться от духовных и интеллектуальных ограничений и открыть совершенно новый мир, в котором каждый сможет реализовать свой истинный потенциал. Именно это и пугает те силы, которые веками управляли человечеством, заставляя их бороться с правдой любой ценой. Но, как показывает история, истина всегда находит путь наружу, и сейчас именно тот момент, когда человечество должно быть готово принять ее, несмотря на всю ее мрачность и сложность. Блок 4. Последствия раскрытия тайны. Сегодня мы живем в эпоху, когда информация, скрываемая веками, наконец начинает выходить на поверхность, бросая вызов устоявшимся догмам и традициям. Раскрытие знаний, изложенных Еленой Блаватской в ее «Тайной доктрине», уже оказывает глубокое воздействие на современную культуру и общественное сознание. Эти откровения вынуждают миллионы людей переосмыслить не только свою историю, но и саму суть духовности, религии и человеческой жизни. Однако такое глобальное духовное пробуждение неизбежно сопровождается мощным сопротивлением со стороны традиционных институтов власти и религии. Ватикан и другие крупные религиозные организации продолжают предпринимать активные попытки дискредитировать или скрыть любую информацию, которая ставит под сомнение привычную картину мира. Их страх перед раскрытием запретных знаний понятен. Под угрозой оказывается фундаментальная система духовного контроля, существующая тысячи лет и удерживающая власть над миллиардами людей. Более того, появление подобных знаний способно привести к глубочайшему кризису веры, поскольку многие традиционные религиозные учения потеряют свою основу. Люди впервые в истории могут осознать, что источником их верований и культурных норм являлись не только духовные лидеры или пророки, но и существа с совершенно другими, далекими от человеческих целями и намерениями. Это новое осознание может привести к массовым изменениям в восприятии людьми своей роли во Вселенной, а также к полному отказу от привычных систем убеждений и догм, заменив их более глубоким пониманием космических законов и собственной природы. Раскрытие древних знаний также поставит человечество перед серьезной моральной дилеммой: как использовать открывшиеся тайны и технологии, способные кардинально изменить цивилизацию. Ведь эти знания, если попадут в руки неподготовленных или злонамеренных людей, могут принести не только благо, но и глобальную катастрофу. Блаватская предупреждала, что именно эти тайны когда-то стали причиной падения Атлантиды и других великих цивилизаций, оказавшихся не готовыми к столь высоким духовным и технологическим возможностям. С другой стороны, эти откровения дают уникальную возможность для истинного духовного и культурного возрождения человечества. Зная правду о своем происхождении, люди смогут освободиться от страха,
навязанного религиозными и общественными институтами, и по-настоящему раскрыть потенциал своего сознания и духа. Новая эра, предсказанная Блаватской, станет временем объединения народов, понимания глубинных связей между всеми живыми существами и осознания человечеством своей роли как части единой космической семьи. Сегодня у каждого из нас есть возможность принять участие в этом великом переходе от тьмы невежества к свету знания. Осознав истинную историю своего происхождения, мы не только вернем себе свободу, но и сможем самостоятельно решать судьбу нашего вида, избегая ошибок прошлого и создавая будущее, достойное истинного предназначения человечества. Но для этого необходимо не бояться правды, какой бы страшной и неудобной она ни была, и быть готовыми изменить свое восприятие мира раз и навсегда. Таким образом, тайные знания, раскрытые Еленой Блаватской, становятся не просто сенсацией, а ключом к реальному духовному освобождению, способным навсегда изменить лицо нашего мира и судьбу всего человечества.